Добрый день. Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А мы продолжаем наш разговор о сексе и сексуальности, и сегодня обратимся к теме мастурбации и просмотра порно. Попробуем разобраться, приносят ли эти занятия пользу, либо же вредят. Как и к любому вопросу, особенно касающемуся секса и сексуальности, к теме мастурбации и порно имеет смысл относиться с позиции понимания цели и контекста поведения. Вот сказать, что мастурбация и просмотр порно являются нормой и правой каждого человека и просто пойти дальше, это будет упрощением и неточностью. Да, безусловно, мастурбация как для мужчин, так и для женщин в любом возрасте, начиная с подросткового, является нормой. И использование при этом порно тоже. Однако не все так просто. А мастурбация по большей части выполняет две функции. Первое – это способ реализации сексуальных потребностей, диктуемых типом половой конституции. Что это такое, мы говорили ранее, и ссылка на это видео должна появиться в углу экрана. И вторая функция – это освоение способов получения удовольствия и развития контакта с телом. Просмотр порно во время мастурбации может выступать в качестве стимулирующего материала для фантазий. Хотя у просмотра порно могут быть и иные функции. Вот, например, общее ознакомление с темой секса, его формами, форматами и техниками. Мастурбацию часто воспринимают как в некотором роде замену сексу с партнером на время, когда, например, партнера нет. Но это не так, это тоже несколько неточно. Дело в том, что мастурбация – это отдельный самоценный способ получения сексуального удовольствия, который не является заменой сексу с партнером, а скорее еще одной формой получения удовольствия. Особенно это бывает важно при разных типах половых конституций партнеров. Тогда мастурбация может стать механизмом адаптации. Также мастурбация может выступать в позитивном ключе, выполняя функцию исследования, если для человека собственная телесность в принципе является неизведанной или запретной территорией, или когда человек восстанавливается и возвращает себе способность испытывать удовольствие после травм, связанных с насилием, или после любого негативного опыта отношений, который мог вызвать потерю интереса к сексу. А вот когда же мастурбация и просмотр порно становятся проблемой? Во-первых, они становятся проблемой, когда их скрывают от партнера. Уводя какие-то формы сексуальности в область секретов, люди сами создают вокруг них ауру. Это ненормально, ведь согласитесь, что правильно и хорошо не скрывают. Поэтому о мастурбации и просмотре порно важно с партнером говорить открыто и честно, без ревности, упреков и брезгливости. Во-вторых, мастурбация и порно становятся проблемой как раз тогда, когда сознательно или бессознательно они становятся заменой сексу с партнером при его наличии. Если такое происходит, то это может означать, что человек избегает контакта, используя мастурбацию как механизм отстранения от партнера. Такое часто происходит при наличии в паре проблематик взаимодействия. Сексуальная сфера вообще один из главных индикаторов состояния пары. Если появились проблемы в сексе, то высока вероятность, что в паре есть какие-то системные проблемы. В-третьих, мастурбация и порно становятся проблемами, когда они превращаются в мотивацию и объяснение для прекращения поиска партнера и нежелания вступать в реальные отношения. Начинает срабатывать схема. А зачем мне с кем-то знакомиться, если самому все сделать быстрее и проще, плюс никаких вообще издержек нет? В качестве вывода скажу, что мастурбация и просмотр порно – важные составляющие секса и сексуальности современных людей. Отрицать их, игнорировать или стигматизировать бессмысленно и ошибочно. Мастурбировать и смотреть порно можно и нужно тогда, когда хочется это делать. Важно следить за тем, чтобы эти занятия не превращались в проблему, мешающую жить, чтобы они не становились причиной конфликтов и ограничением возможности развития. То, что может приносить пользу, может и навредить, если использовать это без понимания цели и вопреки здравому смыслу.
Познание и настройка индивидуальной сексуальности и сексуальности пары – непростые задачи, требующие высокой степени доверия к себе и партнеру. Мастурбация и порно могут быть ресурсами развития, а могут и источником разрушения. И на сегодня будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, связанная с вопросами секса и сексуальности, обращайтесь. Я знаю, как и умею работать с данной темой. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!